Приветствую вас в мире Вархаммер. Я основатель и правитель Империума. Здесь вы найдете мощных воинов, древние технологии и коварных врагов. Наш мир терпит испытания, но мы боремся за свободу и защищаем нашу расу. Рад сообщить о новой рубрике «Вархаммер. Истории», где вы узнаете об истории нашей вселенной и наших героях. Готовьтесь к новым приключениям. Сомкнуть ряды. Именем императора ни шагу назад. Мы их не удержим. Спасайтесь, кто может. Трусы! Или сражайтесь, или умрите. Я капитан Габриэль Ангелос, командир 3-го отряда Кровавых Воронов. Докладывайте. Капитан, простите меня. Мы сделали все, чтобы остановить орков, но потерпели поражение. Жизнь моих людей теперь в ваших руках. Вы не дрогнули перед лицом врагов императора и тем самым выполнили свой долг. И если ваши люди подвели вас, будьте сами судьей своим людям. Благодарю вас, капитан. Оставьте церемонии. Я здесь не за этим. Следует защитить космопорт, если мы хотим организовать доставку войск и припасов на планету. Именно поэтому я здесь. Теперь, как обстоят дела с эвакуацией раненых и мирного населения? Положение неутешительное. У нас всего несколько кораблей. Тогда у вас будет достаточно кораблей. Всем пилотам Кровавых Воронов выполняйте процедуру 23
и обеспечьте эвакуацию гражданского населения. А мы пока высадим войска для наземной операции. Да, мой командир. Наземные операции, капитан? Но ведь орки отступили. Чтобы победить врага, его нужно знать, полковник. Орки отступают исключительно для перегруппировки. Они продолжат атаковать до последнего. Либо вы, либо они должны быть уничтожены. Третьего не дано. Братья, уничтожим эту инопланетную мерзость! Похоже, это последний из них. Неплохо сработано, кровавые вороны. Победа за нами! Рукопашную! Для меня большая честь говорить с вами, Хранитель. Я хотел бы, чтобы мои люди послужили вам наилучшим образом. Подождем, пока капитан не закончит молитву. Я видел, как вы сражались с орками, полковник. Вы храбрый воин, чего, правда, я не могу сказать о ваших людях. Я укреплю их веру, мой господин. Надеюсь. Иначе мы сделаем это за вас. Я вижу, вы хотите задать мне вопрос, полковник. Спрашивайте. Как вы догадались? Даже не используя мои пси-навыки, это очевидно. Говорите. Это правда, что ваш отряд недавно искоренил ересь на планете Кирена? Обряд очищения? До последнего человека на планете, включая женщин и детей? Полковник, я рад вашей компании, но отнюдь не вашим вопросам. Если хотите сохранить хорошие отношения с капитаном, не спрашивайте его о Кирене. Брат-капитан, полковник просит у тебя аудиенции. Спасибо, Изидор. Мой капитан, 37-й полк имперской стражи готов к защите города и ждет вашего приказа. Они хотели бы искупить свою вину и... У них будет много возможностей доказать свою преданность императору. Кровавые вороны покидают город. Теперь его защита лежит на вас. Я отдам распоряжение своим людям. Могу я узнать, каковы ваши дальнейшие планы? Орки уважают только силу. Что ж, я собираюсь продемонстрировать им, что ее у нас более чем достаточно. Журнал капитана Габриэля Ангелоса. Обстановка на планете Тартарус остается крайне напряженной. Хотя кровавые вороны смогли отразить наступление орков на космопорт, основные силы орков все еще не приняли участие в битве. Они собираются в непроходимых джунглях, накапливая силы для решающего нападения, чтобы смести имперские войска зеленой волной смерти и опустошения. Но кровавые вороны не допустят этого. Сканирование с орбиты позволило найти основное место сбора орочьих орд. Это южные джунгли. Орки уважают исключительно силу, так что в бой их ведут самые крупные представители их расы. Мы высадим небольшой ударный отряд, который займется ликвидацией орочьих лидеров и уничтожением лагерей зеленых тварей. Эта акция, несомненно, понизит их боевой дух и заставит повременить с контратакой на наши позиции. Нам следует действовать осторожно, чтобы ненароком не разбудить спящего монстра. Вы получили приказ. Идите, и да хранит вас император. Не люблю я все эти скрытые проникновения и диверсии. Я знаю, мой друг. Ты всегда предпочитал открытый бой. Есть же имперская стража. Почему бы не перестать носиться с ними, как с бедными овечками, и не бросить их на поле битвы? Орки будут просто раздавлены, если мы выступим всеми силами. Мы сражались с орками сотни раз. Война — это их жизнь. Большая битва лишь раззадорит их, к тому же привлечет новые орды орков. Мы же понесем громадные потери. Разве имперская стража живет не для того, чтобы умереть за императора?
В конце концов, нам нужно иметь в собственном распоряжении хотя бы один полк. У нас не так много сил. Не хочется, чтобы нас вспоминали как легкомысленных и беззаботных. Нас, старый друг? Или меня? Мы братья, Габриэль. Ты прекрасно знаешь, что этот вопрос неуместен. Я знаю, что тебя тревожит. Ты сделал все, что мог для спасения Кирены. Не напоминайте мне об этом снова, Изидор. Кирена была моим домом, и я несу ответственность за нее. Третий взвод разведки. Прием. Да, мой командир. Местная имперская водоочистительная станция захвачена орками. Необходимо отбить ее, если мы хотим восстановить контроль над этой областью. Разведчики проникли на территорию врага и помогут вам в проведении операции. Если дела пойдут не совсем гладко, мы пришлем вам в помощь подкрепление. Занимаем позицию. Прибыл для доклада капитану. Его не следует беспокоить сейчас. Он возносит хвалу императору. Как прикажете, хранитель. Докладываю, что мы завершили разведку местности и больше не нашли следов орков. Отлично. Отправьте свой взвод вперед и расчистите дорогу всему отряду. Слушаюсь, брат-хранитель. Учти, я не прощаю неудач. Нашествие орков оказалось куда более серьезным, чем мы сперва предполагали. Имперский флот при поддержке Летании и Ярости боевого крейсера Кровавых Воронов блокировал околопланетное пространство. Однако наземные силы и количество лагерей, которые оркам удалось разместить на планете, многократно превосходят наши собственные войска. Орки расползаются по планете как чума, используя слабо заселенные районы. Люди бегут в города, надеясь на то, что имперская стража сумеет защитить их хотя бы там. Благодаря нашим последним операциям было разрушено несколько передовых лагерей и уничтожено множество главарей орков. Думаю, мы можем рассчитывать на небольшую передышку в данном регионе. Кровавые вороны вернулись в столицу планеты Магна Бонум для того, чтобы организовать оборону города. Брат Матиэль, второй взвод должен занять здание напротив торговых рядов. Идите! Брат Тантиус, возьмите 9-й взвод и займите позицию на южном направлении. Вы должны прикрыть наши турели. Брат Коралес, выполняйте процедуру 18. Мы заставим артиллерию орков замолчать. Мой командир, я взял на себя смелость разместить имперскую стражу вокруг наиболее важных зданий, в том числе вокруг космопорта и электростанции. Ваша инициатива похвальна, полковник, но я хочу, чтобы вы отвели своих людей в этот район и организовали там оборону. Но если мы оставим космопорт... Мы не сможем его удержать, полковник. Я хочу сконцентрировать свои силы в этом районе для наиболее эффективной обороны. Только так мы победим. Не нужно недооценивать орков. Они куда искушеннее в военных делах, чем может показаться на первый взгляд. Вы можете идти. Слушаюсь, мой командир. Я не согласен с той стратегией, которую ты выбрал. Почему мы должны ждать нападения орков? Мы должны напасть первыми. Это лучше, чем просто сидеть и ждать. Ты предлагаешь идти вперед и напасть на орков без защиты и поддержки? Это безумие! Как записано в кодексе Астартес, подобная ситуация требует оборонительной тактики. Конечно же, ты прав. Видимо, терпение — это единственное, что нам остается в данной ситуации.
Эй, куда вы, стадо баранов? Мы уходим! Мы что, не останемся тут на драчку? Я самый большой и самый главный орк здесь, а вы кучка жалких неудачников. Мы долго ждали и ждали этой возможности растоптать десантов, и мы втопчем их в дерьмо. Но для этого нам понадобятся все силы всех парней, а не только шоблы недоумков вроде вас. Попробуйте не только жрать в свою башку, но еще и думать ей. Мы орки, и мы рождены для драк и победы. Конечно, как скажешь, ты босс. Нам надо двигать к вождю войны Аркамунгусу. Он припас что-то особенное для этих людев. Оборона города Магна-Бонум прошла удачно. Орки атаковали нас, пока мы были одни, но десант оказался готов к этому. Я больше не буду недооценивать этих тварей. Теперь стало ясно, что целью орков является столица планеты. И они атаковали со скоростью, превосходящей все разумные предположения. Я получил множество рапортов о точных и быстрых атаках орков, но я никак не могу понять, как им удается действовать столь слаженно. Как будто что-то направляет орков, непонятное желание или некий инстинкт. Подразделение имперской стражи, оборонявшей город, уничтожено. Их переформирование займет не менее суток. Орки возобновят свои атаки значительно раньше. Разведка докладывает, что армия орков, включая тех, кто атаковал Магна-Бонум, расположилась в 50 километрах от города. Люди, видевшие орков, говорят, что их возглавляет огромный орк, значительно здоровее и сильнее, чем остальные. Если столица падет, судьба планеты будет предрешена. Я не могу этого допустить. Все готово, босс. Ха! Жалкие людишки. Попали под хорошую раздачу. Это будет лучшая драчка в их никчемной жизни. Просто постарайся, чтобы это был их последний бой. Ха! И мне не указывай, человечка. Мы выполнили свою часть договора, не так ли? Ты хотел получить планету для развязывания войны. Мы предоставили тебе такую возможность. Ты хотел сразиться с лучшими воинами Империи, космодесантом. Так вот они. Мы даже обеспечили тебя оружием и имперскими танками. За это мы просим самую малость. Отвлечь внимание имперцев от наших операций на этой планете. И держишь слово, но это совсем не значит, что ты можешь приказывать этим оркам. Приношу свои извинения. Мы доставили последнюю партию оружия. Оно уже в руках твоих подопечных. Мы вынуждены удалиться. Я покорнейше прошу занять космодесант делом на максимально длительный срок. Ха! Да мы их не просто делом займем. Мы всех их до одного убьем. Даже мысль о том, что мы должны присмыкаться перед этими тварями, отвратительно. Орки всего лишь инструмент. Должен признать, весьма действенный, но инструмент.
Возможно, но мне не нравится снабжать этих непредсказуемых дикарей нашим оружием. Лорд Бал, орки вполне предсказуемы. Вы можете быть совершенно уверены, в конце концов они нападут на нас. Но они будут соблюдать наше соглашение, пока мы будем находить врагов для удовлетворения их жажды битвы. Если мы покажем оркам свою силу и сумеем заставить их повиноваться, они трижды подумают, прежде чем предать нас. Нельзя склонить к повиновению того, кто не ведает страха. Перестаньте беспокоиться об орках. Мы получим то, зачем явились, и исчезнем до того, как орки уничтожат имперцев и обратят свое внимание на нас. Почему мы болтаем с человеками, вместо того, чтобы убивать их? Эти вонючие хауты слабы и даже рядом не валялись с нами. Если бы они были хоть чуток такими сильными, как орки, мы были бы им не нужны. Мы возьмем их пушки, возьмем их помощь, и после того, как покрошим людишек, мы вернемся сюда и покрошим в капусту и хаутов. Съемка с орбиты показывает концентрацию значительных сил орков в районе. Мы должны расчистить место для базы, основать и обеспечить ее защиту, а затем уничтожить вождя войны и весь его клан. Комбинируйте мощь ракетных установок «Вихрь» и ранцевых ускорителей штурмовиков. Очистите район. Брат Тантиус? Сожжен вплоть до невозможности восстановления генетического семени, как и брат Микаэль. От их тел ничего не осталось, даже пепла. Они выгорели изнутри. Что-нибудь еще? Вождь войны орков убит, но мы увидели взлетающий транспорт. Капитан, он нес изображение восьмиконечной звезды. Знак разрушительной силы хаоса. Силы хаоса? Здесь? Сейчас? Тартарус уже пережил несколько темных нашествий чудовищных избранных воинов хаоса. И это было бы странным совпадением, если бы орки и воины хаоса оказались в одном и том же месте в одно и то же время. Но я верю глазам наших разведчиков. Изидор, ты чувствуешь что-нибудь? Нет, я ничего не ощущаю. Но причина гибели брата Тантиуса, скорее всего, указывает на то, что с ними был чернокнижник, который мог укрыть их присутствие от наших глаз. А помехи, которые идут от орков, сильно облегчили ему задачу. Прибыл наш дорогой гость. Кто это? Инквизитор Мордехай Тот, хранитель божественной воли и слова императора. Он здесь, чтобы принять командование на себя? Власть инквизитора практически безгранична. Да, он может повелевать любым подданным империи, будь то простой крестьянин или губернатор планеты. Однако... Я не отдам под его начало своих десантников, кто бы он ни был. Тогда почему он здесь? Он подозревает кого-то из нас в ереси? Он инквизитор. Подозревать всех и каждого — его обязанность. Если хаос протянул свои щупальца к этой планете, тогда присутствие инквизитора объяснимо. Мы должны рассказать ему о том, что видели. Добро пожаловать на Тартарус, инквизитор Тот. Благодарю вас, капитан. Но у нас нет времени на любезности. Вы и ваши люди должны покинуть планету. Немедленно. Орки отброшены. Их вождь войны мертв. Но эта война еще далека от завершения. Зеленокожие все еще многократно превосходят нас по численности. Их достаточно, чтобы просто смести все силы Империи на планете. Мы выиграли время и только. Но теперь у нас есть более важная задача. Разведка нашла доказательства того, что хаос, наш великий враг, развернул свою деятельность прямо у нас под носом на этой планете. Мы должны найти их
и сразиться с ними, где бы они ни находились. Если есть хотя бы малейший шанс, что силы хаоса где-то здесь, мы должны найти их и уничтожить. Инквизитор тот требует, чтобы мы покинули планету. Но все его полномочия не дают ему права командовать силами космодесанта. Мне совсем не по душе столь быстрое появление Инквизитора, особенно после событий на моей родной планете Кирена. Их путь — повергать совесть виновных в пламя невыносимых мучений, и это совершенно не то, что требуется мне сейчас. Грядущий варп-шторм может запереть нас на этой планете и на месяц, и на столетие. Мы не можем рисковать. Необходимо эвакуировать Тартарус в течение 3 дней. Имперская стража и священный флот могут приступать к эвакуации. Но у кровавых воронов есть дела, требующие завершения. И какие же? Я уверен, что на Тартарусе высадились силы хаоса. Я не чувствую их присутствия. Но даже если силы хаоса высадились на Тартарусе, будет лучше покинуть планету и оставить их наедине с орками, чем потерять несчетное число жизней в битве с ними. Худшего и не пожелаешь для наших врагов, чем остаться запертыми в клетке друг с другом. Мы же должны покинуть планету немедленно. Тогда я и мои братья решим этот вопрос так. Мы используем оставшиеся 3 дня для того, чтобы развеять наши подозрения. Тем временем вы можете использовать транспорты воронов для организации эвакуации. Полковник Брум, я должен обсудить с капитаном ряд религиозных вопросов. Будьте добры, оставить нас на некоторое время. Но это также касается и меня, ведь... Простите мою неточность в данном вопросе. Я, конечно же, забыл добавить немедленно. Вам следует быть с ним повежливее, ведь это касается и его людей. Капитан, я слышал, вы обнаружили, что ваша родина погрязла в ереси. Планета Кирена, если не ошибаюсь. Это не имеет никакого отношения к событиям на Тартарусе. Я считаю, что имеет. Вы запросили у Инквизиции проведение очищения, что значит уничтожение всего населения вашей планеты. И мы были вынуждены. Я до сих пор не понимаю. Капитан, я не ставлю под сомнение вашу верность, но я должен быть уверен, что действия на Кирении не отразились на правильности ваших суждений. Возможно, я выбрал неудачный довод, но я опасаюсь, что вы начали видеть хаос там, где его нет и в помине. Прошу вас, как верного слугу императора, сперва исполните свой долг, а уж потом следуйте своим интересам. Капитан, я думаю, что Инквизитор не имел права так с вами разговаривать, но вдруг он прав. Надвигающийся шторм поставит наших врагов в положение 2 пауков в банке. А что если хаоты покинут систему до начала шторма? Нет, для нас варп-шторм слабое оправдание трусости. Мы не должны избегать ни врагов, ни ответственности. Хаос здесь неспроста. И мы должны выяснить, что они затевают. Мы с тобой, брат-капитан. Как и всегда. Все силы людей отправились в вашу сторону. Вы услышите звуки их техники задолго до того, как увидите их, а почуете их еще раньше. Орбитальная станция слежения засекла посадку транспорта в этой области. Мы нашли проложенный кем-то путь. Капитан, я уверен, кто-то поблизости ведет раскопки. Это работа орков? Они никогда не отличались любовью к археологии. Если это не орки, тогда это могут быть силы хаоса. В любом случае, мы пойдем этой дорогой, и в ее конце найдем ответы на свои вопросы.
Итак, наш друг-инквизитор не смог увидеть следов присутствия хаоса. Благословенна будет империя, чей покой охраняют слепцы. Что за мерзкую магию использовали эльдары? Это не их работа. По крайней мере, не здесь. Слуги хаоса принесли в жертву этого стража. Но для чего, Изидор? Я не знаю. Думаю, что алтарь — это маяк, указывающий путь куда-то или для кого-то. Но вот куда он указывает? Кто-то стер почти все надписи. Неважно, что ищет хаос здесь. Этот алтарь требует крови или даже жизней в жертву себе. Брат Изидор, у тебя есть час на изучение алтаря. Согласно традиции, задокументируй все наблюдения, а после сожги его. Я не хочу, чтобы алтарь отравил нас ядом хаоса. Но, Габриэль, мы могли бы многое узнать о враге. Может быть, нам стоит... Узнать что? Хаос всегда подталкивает к предательству, сбивает с верного пути, но никогда не дает знаний. Для нас в этом нет и не может быть пользы. Этот транспорт был поврежден каким-то образом. Отремонтируйте его как можно скорее. Так, брат Изидор. Уж не предательство ли ты задумал? Повредил собственные транспорты? Изучаешь артефакты вопреки приказам своего брата-капитана? Габриэль просто не понимает, не может понять всю ценность этой находки. Зато я прекрасно понимаю. Молчи, еретик. Как только я пойму, что ты ищешь, я сразу обрушу это знание против тебя во славу императора и моих братьев. Хочешь сразиться со мной и доказать свою силу и веру? Я готов встретиться с тобой у горы Карат. Не волнуйся, чернокнижник. Я буду вовремя. По приказу инквизитора Тота, жители Тартаруса начали покидать планету. Даже в более спокойные времена подобные действия привели бы к катастрофе. Но то, что происходит сейчас, более всего напоминает ночной кошмар. Планету охватила паника, и все жители планеты ринулись к двум основным космопортам. Колонны транспорта и людей постоянно уничтожаются бандами орков. Рассеянные до потери боеспособности силы имперской стражи едва сохраняют порядок в крупных городах. Верные сыны императора, они приносят свои жизни в жертву, стараясь удержать зеленые орды орков, пока простые люди спасаются. Я всей душой желал бы примкнуть к ним в их благородном деле, но я должен выполнить свой долг так же, как они выполняют свой. Мы нашли доказательства того, что на Тартарусе действуют силы хаоса. Изидор изучил нечестивый алтарь и выяснил, что они направились в сторону горы Карат, которая находится в опасной близости от основных армий орков. Я попросил полковника Брума выделить полк имперской стражи для прикрытия нашей операции. Мне крайне неприятно делать это, когда люди полковника защищают важнейшие центры планеты, но они нужны для более важного задания. Оракул, как вы и предсказывали, люди идут прямо в нашу ловушку. Хорошо, но учтите, космодесант невозможно застигнуть врасплох. Они ожидают предательства на каждом шагу, и что бы вы ни делали, все это лишь подтверждает их подозрения. Ваши приказания? Мы вынудили людей делать то, что нам нужно, но и они связали нас по рукам и ногам. Они знают, что впереди их ждет битва, и постараются втянуть нас в нее. Все, что нам остается, это принять свою роль и надеяться, что мы сможем их переиграть. Ты уверен? Да. Именно этим путем алтарь указал нам идти к горе Карат. Но неужели ты сомневаешься в полученных мной сведениях? Я не ставлю под сомнение твои способности, брат-хранитель, но меня волнует тактическая сторона вопроса. Эта дорога — прекрасное место для засады. Слышишь нотки сомнения в его голосе?
Уверен, за твоей спиной он называет тебя мутантом, но боится твоей силы, твоего предназначения. Успокой, дитя. Я допускаю, что впереди нас может ждать ловушка, но она послужит лишним доказательством, что мы на верном пути. Ты прав, старый друг. Всем быть наготове, приказы выполнять беспрекословно. Ошибок быть не должно. Согласен. Разведчики, вы уже на месте? Так точно, мой командир. Мы обнаружили место дислокации передового отряда эльдаров. Необходимо приложить все силы для уничтожения ударных отрядов эльдаров. Тогда мы можем спокойно найти подходящее место для развертывания оперативной базы. Мы все еще находим заряды, которые эльдары установили здесь, но пока не решаемся их разминировать. Единственное, что нам удалось, отключить детонаторы чужих. Это все, что мы можем сделать с этой инопланетной технологией. Это была ловушка? Нет. Похоже, что они старались взорвать это место с целью похоронить маяк и всех, кто бы не находился рядом с ним. Но им не удалось. Изидор, исследуй маяк и выясни, куда он указывает. Капитан, прибыл инквизитор Тот. Он просто обязан был появиться. Ну что ж, капитан, зрелище впечатляет. Но если вы помните, я никогда не утверждал, что хаос не высаживался на этой планете. Я лишь отметил, что варп-шторм уничтожит эту угрозу. И будет лучше, если мы не разделим их судьбу. И как я вам уже сказал, инквизитор, кровавые вороны останутся на Тартарусе до последней минуты. Так что оставшиеся 2-3 дня я планирую посвятить решению этой проблемы. Капитан, я не ставлю под сомнение ваше право распоряжаться кровавыми воронами. Но что касается участия имперской стражи в вашем мероприятии... В моем мероприятии? Вы снова обвиняете меня в преследовании личных интересов. Это мой долг, равно как и ваш, уничтожать любые признаки ереси, насаждаемой хаосом. Вы превышаете свои полномочия. Как и вы, инквизитор. Люди полковника не просто имперская стража. Их жизни принадлежат императору, и согласно его воле я использую их против сил хаоса. В битве они обретут сияние славы. Теперь я вижу, что мое присутствие здесь оказалось ошибкой. Если вы встали на путь, который приведет вас к уничтожению, я ничего не могу сделать, чтобы остановить вас. Но я не позволю вам всех утянуть за собой. Властью, данной мне Инквизиции, планета Тартарус переходит под мой контроль. Все запросы на распоряжение планетарными ресурсами и вооруженной поддержкой должны быть согласованы со мной, капитан. С этого момента вы и ваши люди предоставлены сами себе. Великий враг сумел увести ключ прямо у нас из-под носа. Да будут прокляты эльдары и их гордыня. Если бы не они, мы успели бы помешать хаосу завладеть ключом. До сих пор не ясно, что именно он делает. По словам этой ведьмы эльдаров, ответ может знать инквизитор Тот. Если это так, то ему будет трудно объяснить, почему он до сих пор скрывает информацию, которая позволила бы нам лучше сражаться с хаосом. Может быть, инквизитор заражен ядом предательства? Последствия этого непредставимы. Еще больше меня беспокоит, что мы столкнулись не просто с армией хаоса, но с солдатами легиона предателей, десантниками, которые отвернулись от императора более 10 тысячелетий назад. К счастью, разведка смогла выследить чернокнижника и его свиту до самой базы. Она расположена недалеко от нас. Я предвкушаю возможность уничтожить этих нечестивых предателей, всех до единого. Милорд, кровавые вороны приближаются с юга!
Как они смогли подобраться так близко? Мой господин, они не представляют никакой угрозы для нас. У нас есть ключ и достаточно воинов, которые своими трупами преградят путь кровавым воронам. Мы успеем провести церемонию. Твоя уверенность успокаивает меня, Синдри. События подтверждали верность моих слов много раз, мой повелитель. Нам не о чем волноваться. События подтверждали твою удачливость, чернокнижник. Но есть ли у тебя основания сохранять свой оптимизм сейчас? Конечно, лорд Баал. У нас появился новый союзник, который готов предать кровавых воронов в любой момент. Отлично. Готовьтесь к церемонии. От этого идиота избавьтесь. За что? Чем я заслужил наказание? Ты оказался достаточно глуп для того, чтобы расстроить лорда Баала своим докладом. А мы ненавидим глупость. Докладывайте, брат Матье. Силы хаоса окружили центр города непроходимым рвом и заняли позиции у собора. Мы ведем тяжелый бой, командор. Мы прибудем с подкреплением как можно быстрее. Удерживайте позиции у рва, а мы займемся собором. Будет сделано. Ты сделал свое дело, клерик. Я не позволю более отвлечь меня от исполнения долга. Что за нечестивый обряд проводят эти еретики? Они начали ритуал освобождения ключа. Необходимо их остановить. Без сомнений. Нам придется пробиваться сквозь укрепленные врата этого некогда величественного собора. Похоже, что они окружили центр города непроходимым рвом, который мешает нам попасть на другую сторону. Здесь неподалеку форпост, где расположен храм бога машины. С его помощью мы получим технику, в которой так нуждаемся. Обеспечьте форпост охраной, затем остановите ритуал. Согласно твоей просьбе, прибыл инквизитор Тот. И что докладывают наши разведчики? Атака предателей из имперской стражи отвлекла наше внимание. Лорд Хаоса и его окружение бежали. Но мы следим за их перемещениями и допрашиваем захваченных предателей из имперской стражи. Как мог я не заметить признаков всего этого? Оказался слепым там, где более всего нужна бдительность. Ты говоришь о тех, кто переметнулся на сторону Хаоса? Или имеешь в виду свой дом, планету Кирена? Я должен был заметить эту заразу раньше, чем она успела распространиться. Вместо этого я вел себя как слепец. Я предал огню свой родной мир. По приказу Инквизиции я предал смерти в священном огне слишком много невиновных людей. Все повторяется. Я ступаю на землю с тем же карающим мечом, каким убивал ранее. Блажен будет тот, кто не сомневается, Габриэль. Думаю, что теперь мы узнаем правду. Каждый свою. Я все еще верю, мой друг. Верю в божественную власть Золотого Трона и чистоту Империи. Но при этом потерял веру в себя. Только в то, что вижу, Изидор. Только в то, что вижу. И что же именно вы видите, капитан? Я вижу двуличных лжецов, которых волнуют лишь собственные цели, а не воля императора. Меня нелегко смутить подобными заявлениями, капитан. Ты лгал мне. Из-за тебя погибли мои люди. Пусть они умрут, но чистыми. Если вы считаете себя вправе выдвигать подобные обвинения, тогда признайте ответственность за их гибель. Я предупреждал вас, просил покинуть этот мир, отдать Тартарус на милость Варпшторма. Ваши слова отдают ложью, Инквизитор. Я знаю, что вы были на планете до нашего появления. Я не обязан отчитываться перед вами, капитан. Впрочем, вы правы. Я действительно прибыл сюда раньше вас, преследуя кошмар, который не привидится и в ужасном сне. Кошмар, за которым охотятся и легионы хаоса. На Тартарусе нет случайностей, командор. Есть только шторм, который отделит истинно верующих от еретиков.
Скажи мне, Тот, мы верные слуги Императора? Нам можно доверять? Пришло время действовать вместе. Что они ищут, Тот? Что ты ищешь здесь? Этот мир проклят, командор. 1000 лет назад артефакт, исполненный величайшей злой силы, был здесь утерян. Силы хаоса ищут его. Ищут уже сотни лет, но у них никогда не было всех частей мозаики. А теперь у них все есть. Археологи Империи нашли первый маяк, который указывает путь к артефакту. Эта информация каким-то образом попала к врагу. Зная, на какой планете сделана находка, и следуя указаниям маяка, можно без труда найти сам артефакт. Теперь у них в руках последняя часть, ключ который открывает доступ к артефакту. Что именно за артефакт? Камень. Его называют Маледиктум. В нем заключено создание самого зла, плоть от плоти хаоса. Демон, обладающий непредставимой силой, заключен в этом камне. Почему жители Тартаруса об этом ничего не знали? Ведь маяки и сам ключ были захоронены под их городами. Подозреваю, что демон был заключен в Маледиктуме, но не лишен своей силы. Он обладал достаточной силой, чтобы повлиять на людей и заставить их видеть то, чего нет на самом деле. Один древний текст из Регистратум Малфиас говорит о Варпшторме, который бушевал в этой системе во времена, когда многие ордена космодесанта были еще молоды. Все, кто жил тогда на Тартарусе, сошли с ума. Находясь под властью демона, они спрятали маяки и Маледиктум под землю с целью защитить их от охотников, таких как я. Когда колонисты вернулись в систему, они ничего не знали об опасности, дремлющей в недрах планеты. Поэтому города подчас возводились над этими захоронениями. А эльдары? Что делали здесь эльдары? Хотели забрать силу Маледиктума? Нет, наоборот. Именно они заключили демона в камень. Эльдары готовы на все ради сохранения тайны. Они не хотят, чтобы кто-нибудь узнал о Маледиктуме и решил воспользоваться им. Вот почему они так упорно мешали нам. Будучи древнейшими врагами хаоса, эльдары решили, что они единственные, кто может устоять перед разложением. За их гордыню пришлось платить нам, людям. Я полагаю, мы еще можем предотвратить катастрофу. Все произошедшее уже катастрофа. Сила Маледиктума столь велика, что легко превратит правоверного в сумасшедшего. Многие из имперской стражи и гражданского населения уже охвачены безумием. И я чувствую, что постепенно ты и твои люди меняетесь под его воздействием. Демон Маледиктума призвал Варпшторм в эту систему. Оно хочет запереть нас всех в ловушке, чтобы мы остались здесь, и даже лучшие из нас подчинились ему. Вот почему я так настаивал на вашей эвакуации. Вот почему я прошу об этом снова. Но ты ведь знаешь, что я не могу отступить перед лицом зла. Мне надоели полумеры. Пора прекратить наши ссоры и объединиться перед лицом общего врага. Вместе у нас больше шансов найти и уничтожить Маледиктум. Они слабы и в ужасе от силы, которой ты единственный способен управлять. И камень твой. Бери его, он твой. Они же, недоумки, хотят уничтожить его. Подумай, сколько добра ты сможешь сотворить с его помощью во имя своего императора. Представь, каким могущественным ты станешь. Бери же его, он твой. Маледиктум принадлежит мне. Вся планета Тартарус сошла с ума. Более 60% населения стало жертвой орков. Остатки имперской стражи оказывают отчаянное, но безнадежное сопротивление, чтобы дать возможность остаткам населения покинуть планету. Предавшие нас имперские войны, что воевали против нас в Лувр-Маре, были не единственными.
Почти четверть имперской стражи перешла на сторону хаоса и подло атаковала собственных братьев по оружию. Ведомые безумной кровью новообращенные культисты устраивают засады и вырезают своих недавних боевых товарищей. Я видел, как хаос подчиняет себе умы людей, но никогда в таком огромном объеме и с такой быстротой. Имперский флот контролирует орбиту, и боевой крейсер Кровавых Воронов «Летание ярости» готов немедленно начать эвакуацию десанта Воронов по первому же запросу. Мы готовимся оставить эту проклятую планету, но не раньше, чем выполним свой долг. Мы должны остановить легионы хаоса и уничтожить Маледиктум. Или умереть. Любая сила всегда требует жертв. И боли Вселенная награждает тех, кто готов отдать свою жизнь за обещание могущества. Синдри! Что? Мой повелитель? Предатели из имперской стражи все убиты. Так быстро? Я надеялся, что они смогут продержаться чуть дольше. И некоторые из них выдали наше местоположение Кровавым Воронам. Они уже на пути к нам. Продолжайте песнопение. Я ненадолго. Мой повелитель, обстоятельства, о которых вы упомянули, есть божественное провидение. Все идет так, как было запланировано. Как только я разберусь с последним препятствием, вы получите то, к чему столь долго стремились. А если космодесант доберется до нас раньше, чем провидение проявит свою благосклонность к нам? Тогда мы поведем себя как гостеприимные хозяева и порадуем их кровавым безумием. В любом случае, их нужно будет остановить любой ценой. Ритуал требует идеального исполнения, и я не могу еще раз прерывать его. И простите мою дерзость, но нам понадобятся все наши силы против воронов. Все! Самая ничтожная жертва станет величайшей, особенно сейчас, когда мы так близки к цели. Так, на чем мы остановились? Ах да, сила требует жертв. Теперь вы знаете, с кем мы сражаемся и почему. Атаку начнем сразу с двух направлений. При поддержке тех имперских стражей, что остались верны императору. Мы должны остановить нашего противника и не позволить ему открыть Маледиктум. А вы следуйте за мной. Для вас есть отдельный приказ. Мы узнали о тайном пути в храм. И не распространяйтесь об этом. Это будет сюрприз. Синдри! Синдри! Лорд Баал! Ритуал не смог разрушить печать, которая запечатала камень. Но вообще-то я предчувствовал, что так и будет. Можно сказать, я даже надеялся на это. Нам нужна еще более крупная жертва. Время пришло. Уходим. Да как ты смеешь, чернокнижник? Мой господин, не следовало забывать, что сила всегда нуждается в жертве. Спасибо за вашу. Син... И вот он, как я и обещал, он твой. Бери же. Изидор, мой друг,
Я познакомился с хранителем Изидором Айкишем тогда, когда был всего лишь в чине боевого брата. И я подчинялся приказам, а не отдавал их. Более 30 лет я служу и даже не достиг статуса ветерана. Я видел силу хранителей и их подопечных, но никто из них не мог сравниться с Изидором, с его силой, способностями и волей. В битвах я понял, что со всеми этими качествами могли поспорить лишь его знания и мудрость. Он был великим человеком. Нам будет не хватать его. Мне остается лишь уничтожить то богомерзкое существо, что овладело телом Изидора. Да пребудет со мной сила Императора. Докладывайте, сержант. Легионы Хаоса отступили и заняли оборону в этом городе. Если мы хотим их разгромить, то этот город – лучшая возможность. Как себя чувствует капитан? Я бы сказал, что он жаждет мести, но эти слова не точно описывают безграничность его ярости. Будьте наготове. Мы потеряли слишком много времени и поплатились за это. Согласен с тобой, но мы до сих пор ничего не знаем о нашем враге и его планах. Баал был чьей-то пешкой, и этого кого-то он называл Синдри. Синдри меня не волнует. Изидор, вот моя цель. Он предал веру, и за это он должен понести заслуженную кару. Теперь ты знаешь всю подоплеку моих забот об этом мире, хотя не скрою, я сильно удивлен, что именно Изидор впал в ересь. Я понимаю, ведь ты подозревал меня. Человек должен обладать либо стальными нервами, либо совершенно гнилой душой для того, чтобы придать огню свой дом, всю свою семью. Я чувствовал ростки хаоса в твоей душе, а то, как быстро ты раскрыл секреты Тартаруса, еще больше насторожило меня. Но я был так уверен в том, что хаос опутал твою душу, что не заметил истинной жертвы Изидора. Я ошибался, капитан. Мы поговорим на эту тему в другой раз, Инквизитор. Пора выступить против нашего врага и прочитать над ним заупокойную. Ты позволил мне завладеть камнем. Ты выполнил свое обещание. Но ты глуп. Я лучше оставлю Маледиктум себе. Ты слишком слаб, чтобы принять его дары. С его помощью я уничтожу тебя. Прямо сейчас. Лорд Баал был так же туп, когда думал, что я беззащитен перед ним, и именно он контролирует ситуацию. Нет, прекрати. Орки тоже были высокого мнения о себе и о своих возможностях. И я сумел повернуть их заносчивость себе на пользу. Пожалуйста, нет. Что касается тебя, ты сдержал слово, и за это я позволю тебе умереть прежде, чем ты станешь слишком большой угрозой. Впрочем, ради тебя было потрачено слишком много усилий. Даже будь у тебя века на приготовление, ты бы и тогда не смог помешать моему триумфу. Что ж, мне пора. Можешь обратиться к милосердию капитана, если дерзнешь, конечно. С чего ты решил, что я стану следовать твоим советам? У тебя просто нет выбора. Твой друг очень настойчив. Кому, как не тебе, знать это? Тебе нужно будет разобраться с ним. И этот факт не может меня не радовать. Да, и спасибо за то, что сам принес мне Маледиктум. Ты не можешь меня просто так бросить. Могу, и более того, я так и сделаю. В конце концов, я оставлю тебя в весьма приятном обществе. Докажи, что ты достоин силы. Иди и убей тех, кого недавно называл братьями. Пролей их кровь. Во имя Бога крови! Ты глупец, Габриэль. Ты же знаешь, что не противник мне.
Во имя братства? Почему? Изидор, ты же был сильнее яда. Ты даже не можешь представить, как я силен. Я чувствую, как дрожит вселенная при моем приближении. Мое имя известно даже богам. Имя твое, предатель, будет забыто. Навечно. Я сам позабочусь об этом. Жалкий червь. Да, раньше твоя сила была огромна, но это было до того, как ты приговорил Кирену. До того, как ты уничтожил всех, виновных и невиновных, одним ударом. А потом сомнения подточили твою волю. Ты слаб, несчастный глупец. Как себя чувствует палач миллионов? Тот, кто предал собственную семью. Я никого не предавал. Невинные души были принесены в жертву, чтобы жило все человечество. Я прекратил их страдания так же, как сейчас прекращу твои. Ты победил меня. Я не могу поверить. Я заблуждался, Габриэль. Сильно заблуждался. Я думал, что сумею удержать силу. Хотел применить ее на благо Империи во имя добра. Ты должен понять. Дай мне шанс искупить мою ошибку. Дай мне избавление. Если избавление — это то, что ты ищешь, я дам тебе избавление. Такова судьба всех предателей. Не повторяйте их ошибок. Если же вы отступитесь, я всегда окажу вам такую же услугу. Планета Тартарус опустошена. Население частью бежало, частью было уничтожено орками. Города разрушены и сожжены. Сама земля отравлена кровью чужаков, предателей и еретиков. Ничего не осталось. Ничего, кроме нечестивых язычников и прославленного космодесанта, который уничтожит всю ересь. В этом проклятом крае, в этот черный день, мы как один встанем на пути врагов Императора. И они узнают, что даже в этих оскверненных адских скалах мы не потерпим присутствия адаптов хаоса. Ни сейчас, никогда. Похоже, все эти боевые действия притягивают Варп-шторм, ускоряя его прибытие. У нас осталось мало времени. Уверен, что Синдри уже освободил демона. Тогда все понятно. Мы должны его уничтожить. И пусть наше оружие слабо, этот демон не найдет подобной слабости в наших сердцах. Я знаю, я верю в вас, командор. Вот, возьмите это. Что это? Молот демоноборца. Тот, что убивает богов. Мы хотели им уничтожить демона, пока тот был заключен в камне. Мы были бы глупцами, если бы не имели с собой средства осуществления наших целей. Вы доверяете этот молот мне? Я не могу представить никого, кроме тебя, способного сразить демона этим молотом. Назови это предчувствием. Но я уверен, что именно ты должен завершить эту битву, а не я. Ты думаешь о предателе, Изидоре? Я поступил таким же образом со столькими людьми, сколько ты не можешь себе даже представить, капитан. Поверь мне, ты не несешь ответственности за ошибки других. Истинное доказательство веры — это умение освободить заблудшие души от яда хаоса. Эльдары. Они в отчаянии, коли решились идти в битву столь жалкими силами. Время пришло. Готовь свой дух к битве. Для тебя она будет 100 крат тяжелее, чем для остальных. Ну же, давай, еще чуть-чуть. Да, он пришел. Ты не знаешь.
камень. Ты погубишь всех нас. Не обращай на нее внимания, капитан. Уничтожь камень до того, как он уничтожит все живое. Вы не знаете, что делаете. Нельзя разрушать камень. Эльдары, убейте этих людей. Нет. Глупец. Ты обрек нас на верную смерть. Прекрасная работа, командор. Торопитесь, братья, пора покинуть эту негостеприимную планету. Наконец-то я свободен. Благодарю тебя за оказанную услугу. Покажись, демон. Не сейчас, но скоро. Пока иди и распространяй по всей галактике весть о моем возвращении. Я не твой раб, мерзкое отродье. Разве? Но ведь именно ты освободил меня. Нет, я уничтожил камень. Да, это так. И сделай ты это на мгновение раньше. Я, скорее всего, был бы уничтожен. Но твоя жертва сильно ускорила мое освобождение. Жертва? Какая жертва? Вся эта планета была превращена в алтарь, принесена в жертву кровавому богу Хорну. Синдри организовал вторжение орков, прекрасно зная, что космодесант придет искоренить эту угрозу. Каждая смерть разрушала мою клетву, и должен отметить, ты оказался самым усердным исполнителем. Изидор, Бал и, наконец, Синдри. Без их гибели я не смог бы вырваться на волю. Я благодарен тебе, и поэтому я сохраняю тебе жизнь. Пока, во всяком случае. Теперь беги и помни, что скоро все ваши души станут моими. Ты не получишь их. Тебя ждет суровый суд и жестокая битва. Смерть станет заменой твоему заключению. Ты обречен. Я уничтожу тебя.